Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Мороженое – это самое любимое освежающее лакомство для детей и взрослых. А если домашнее мороженое с добавлением натуральных фруктов и ягод, то это не только наслаждение, но и польза в одном десерте. Сегодня будем готовить сразу 3 вида фруктово-сливочного мороженого – малиновое, абрикосовое и из черной смородины. Принцип приготовления у него абсолютно одинаковый. Разница лишь в количестве фруктов и их обработки. У меня 700 граммов абрикосов, 250 граммов черной смородины и 400 граммов малины. Использовать можно абсолютно любые фрукты и ягоды, как в свежем, так и замороженном виде. Для начала займемся подготовкой плодов. У абрикосов удаляем косточки и пробиваем их погружным блендером. Отправляем сотейник с абрикосовым пюре на плиту и на слабом огне доводим до кипения. Тем временем черную смородину пробиваем блендером. Нам тоже надо будет довести ее до кипения. Малина очень мягкая и нежная ягода. Ее достаточно просто протереть через сито, чтобы удалить косточки. Хотя можно этого и не делать, а использовать малину в целом виде. В любом случае варить ее мы не будем, а приготовим мороженое из свежего малинового пюре. Итак, малиновое пюре готово. Абрикосовое пюре прокипело пару минут. Снимаем его с плиты и ставим на средний огонь черную смородину. Наша задача – протереть все ягоды через сито, чтобы удалить грубые частицы кожицы, семена и получить однородное пюре. Поэтому абрикосы и смородину лучше прогреть. В горячем виде пюре легче протирать. Абрикосовое пюре тоже готово. И теперь протираем смородину. Конечно, можно готовить мороженое из свежих фруктов, порезанных на кусочки, или целых ягод. Все на ваше усмотрение. Итак, друзья, фруктовая основа для мороженого готова. Это пюре из черной смородины, абрикосов и малины. Напомню, что в них нет сахара, только натуральные фрукты. Все миски накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозильник на 20-30 минут. Через полчаса, когда пюре хорошо охладится, но не замерзнет, продолжим приготовление. Для каждого вида мороженого нам понадобится 500 граммов холодных сливок жирностью не менее 30% и одна баночка сгущенного молока, это 380 граммов. Кроме этого, я возьму один пакетик загустителя для сливок и ванилин в качестве ароматизатора. Но эти два компонента абсолютно не обязательны, это по желанию, можно смело обойтись и без них. Холодные жирные сливки отправляем в чашу миксера. И с помощью насадки венчик взбиваем сначала на средних оборотах, а когда на сливках появится пенная шапочка, переключаем на самую высокую скорость и взбиваем до мягких пиков. Если будете использовать загуститель и ванилин, то через 1-2 минуты взбивания высыпаем содержимое пакетиков в сливки и продолжаем взбивать. Повторю, что их добавлять не обязательно. Мороженое и так прекрасно получится. Но благодаря загустителю оно не будет так быстро таять при комнатной температуре и дольше сохранит форму. В хорошо взбитые сливки добавляем сгущенное молоко, и взбиваем все вместе еще 1 минуту. Через минуту вливаем охлажденное малиновое пюре. И с помощью силиконовой лопатки перемешиваем до однородной консистенции. Готовую сливочно-малиновую массу выливаем в любую плоскую форму.
Разравниваем, накрываем крышкой или затягиваем пищевой пленкой и отправляем в морозильник на 5-6 часов, а лучше на ночь. Сливочное мороженое, приготовленное на сгущенном молоке, нет необходимости перемешивать каждый час. Убираем в морозилку и как застынет, готово. Итак, друзья, для второго рецепта нам также понадобятся сливки, сгущенное молоко и все тот же ванилин и загуститель. Все то же самое. Выливаем сливки в дежу. Сразу добавляем ванилин. Начинаем взбивать на средних оборотах. А через минуту добавляем загуститель. В хорошо взбитые сливки вливаем сгущенное молоко и также взбиваем все вместе 1 минуту. Теперь отправляем в дежу холодное смородиновое пюре. И силиконовой лопаткой смешиваем в однородную воздушную сливочно-ягодную массу. Как и малиновую, выливаем в любой плоский контейнер. Равняем. Накрываем и отправляем в морозильную камеру. Все то же самое повторяем с абрикосовым пюре. Такое мороженое можно приготовить практически из любых фруктов и ягод, как свежих, так и замороженных. Думаю, принцип вам понятен. В том видео, где мы готовили с вами сливочный пломбир на основе яичного заварного крема, вы спрашивали меня, куда делся мой второй миксер. Вот он, друзья, служит мне верой и правдой. А для тех, кто не поймет, о каком миксере идет речь, на канале есть видео с полным обзором этого планетарного миксера. Ссылочку на него оставлю в описании. Тем временем мы приготовили нежнейшую абрикосовую массу, в которую при желании можно добавить очищенные от кожицы и порезанные на кусочки свежие абрикосы или персики. Ее также выливаем в контейнер, накрываем крышкой и убираем в морозильник. Повторю, что такое мороженое нет необходимости перемешивать ежечасно. Итак, мои дорогие, у меня мороженое находилось в морозилке всю ночь, а перед подачей я переложила его на полчаса в холодильник, и теперь могу показать вам, что же у нас получилось. Ложку окунаем в горячую воду, формуем шарики и выкладываем их в креманки. При подаче мороженое можно полить различными сиропами, шоколадной глазурью, карамелью, ликерами, посыпать измельченными орехами, вафлями, печеньем, шоколадной стружкой, украсить свежими фруктами и ягодами, а также веточками мяты и мелиссы. Ну что ж, друзья, я подготовила для вас еще 3 замечательных рецепта сливочно-фруктового мороженого. И очень надеюсь, что вы также сможете приготовить эти чудесные десерты для себя и своих родных. Готовьте с удовольствием и радуйтесь жизни даже в самую сильную жару. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравились эти рецепты, ставьте лайк и оставляйте свои отзывы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Напомню, что на канале есть плейлист «Десерты». Посмотрите, кому интересно, все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина и моя коллекция рецептов.